Представители знака зодиака Дева. Приветствую вас. Прогноз Таро. Цыганский старинный пасьянс. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта. Давайте узнаем подсказки карт и останемся реалистами. Любой прогноз или расклад, увы, не расскажет о личной истории каждого из вас. Я вас хочу искренне поблагодарить за ваши комментарии, за вашу отзывчивость. Для меня очень важно читать то, что вы после просмотра соизмеряете с вашими реалиями жизни, как это проигрывается. Ну и мне, конечно, приятно читать, когда вы какую-то ситуацию свою описываете, каким образом то, что вы увидели в раскладе, проигрывается в вашей реальной жизни. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, где у меня есть статья последняя. Искажение, преломление реальности. По сути, преломление – это и есть оптический эффект или иллюзия искажения. И каким образом это будет проигрываться в последующее время? Это не есть одна неделя или до конца февраля. В таких энергиях мы будем в течение марта и до середины апреля. Поэтому, кому интересно, через описание в канале у меня есть ссылка на мой сайт. Вы можете пройти, прочитать. И я думаю, эта информация вам будет чем-то полезна. Вот смотрите, какое у вас начало делает. Семейное счастье. Ну, это могут быть разные взаимодействия с близкими. Понятно, счастье – это значит, договоритесь. Если необходимо, то и помириться можно, найти общий язык. Это когда вы смотрите в одном направлении, есть какие-то задачи, интересы. Кто-то может улучшать бытовые условия или делать, может быть, рабочее место, если вы работаете на дому, более комфортным. Вот это тоже момент, который может проиграться. Но в ваш именно адрес, в вашу сторону какие-то теплые, добрые слова, может быть, благодарность за вашу помощь, за вашу отзывчивость. Ну, сама по себе подкова в семейное счастье. А еще иногда это удача. А вот смотрите, у вас еще и деньги. Поэтому в семейном очаге буквально может быть и деньги, получение денег, и вы сумеете, ну, осуществить, может быть, важную покупку, кто знает. Или, в принципе, деньги есть, но тогда надо продумать. Я бы не сказала, что этот период хорош для покупок, это точно. Лучше покупки отложить, ну, на более поздний срок. Нам могут или деньги понадобиться, это я исхожу из планетарных транзитов. Не торопиться в плане финансов вообще хорошая практика. Не только вот на конец февраля, но на март однозначно, потому что ретроградная Венера у нас со 2 марта. И если вы, мои дорогие девы, а вы как раз видите правильно, куда потратить, вы редко бываете вот в тех иллюзиях. Поэтому я могу предположить, что ваш взгляд на вещи, на деньги, на финансы, он будет наиболее правильный. И, возможно, вы убережете себя, своих близких, сумеете так вот объяснить объемно и понятно, что лучше попридержать деньги. Ну, тогда вас поддержат, скорее всего. Вы как лидер. Идем дальше, посмотрим, что нам еще расскажут карты. Тем не менее, Луна или месяц – это внутренние сомнения. Это не есть какая-то конкретика. Это то, что внутри нас. Мы что-то можем обдумывать. Самое главное – в себе не сомневаться. Не устроить себе вот этот сеанс самокопания. Или когда мы можем подзастрять в тех эмоциях, которые, по сути дела, не перекликаются с реальностью. Поэтому оставьте сомнения. Реальность, наверное, от А до Я. И не только в эту неделю, но и на весь март и до середины апреля. Это верный наш союзник. Посмотрите, есть такой момент. Может быть, или переживание, или сомнение по поводу того, что решится какой-то вопрос, или как он решится. А эти сомнения у кого-то из вас может проигрываться именно из-за того, что сейчас закрытый путь. Не готов документ, нет каких-то договоренностей, или договоренности, может быть, мутно непонятные, нет уверенности вашей, поэтому куда-то не торопитесь. Хотя я могу предположить, что, к примеру, именно на неделе вы можете словно вычислить какого-то человека. Почему я так говорю? Сейчас объясню. Смотрите, у нас есть замок, а еще у нас есть змея. Змея – это как скрытый враг или тот человек, который наблюдает. Тот, который может говорить одно, а действовать по-другому. Или может изъявлять
приятные эмоции, даже эмпатию, а между тем, ну, как-то у него на душе совсем иначе. И вполне вероятно, это вы вычисляете такого человека в вашем окружении и словно закрываете ему путь в свою жизнь. Может быть, вы будете где-то и сомневаться в том, что правильно я сделала или сделал. Но я тогда могу сказать, скорее всего, вы сделали правильно. Почему? Да потому что себя как будто нужно беречь. На кону как и семейное счастье, так и деньги. Давайте мы пойдем дальше, посмотрим, что нам еще подскажут. Каким образом это может проиграться или какое будет пояснение. После мы достанем карты Таро. Держите, вот вам выпадает корона, символ власти. Поэтому держите прочно все в своих крепких руках. Контролируйте. Вот контроль, наверное, в этот период времени совершенно необходим. Так, что еще? И вот есть такие слова, когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. И тем не менее, если одна дверь закрывается, на смену действительно открывается другая дверь. Обратите внимание, здесь могут быть и сомнения. Череп – это внутренние переживания. Опять же, ни о чем. Все на уровне эмоций, а тем не менее, в реальности открытый путь. В реальности у вас, мои дорогие, получение документов, радость, корона. Держите все в своих крепких руках. Повторяюсь еще раз. Поэтому это действительно какое-то правильное решение. И это не обязательно, что вы говорите человеку, вот я разгадала твой хитрый план, например, да? Нет, это лучше всего самому где-то вести себя, как вот эта змея. Змея наблюдает, у нас сейчас год змеи. Мы должны или вынуждены адаптироваться к какой-то ситуации. И поэтому наблюдение, анализ всего того, что мы видим, всего того, что мы слышим, и только потом действия. Поэтому будьте вы где-то хитрее, гибче. Об этом тоже нам говорит вот это значение. Потому что перекрыть словно недругам или тем людям, которые не совсем искренне. Это бывает действительно очень неприятно, когда мы узнаем какой-то о человеке факт, и мы к нему относились по-доброму, а узнаем, что это он, с его стороны была какая-то нечестность. Поэтому, может быть, избавиться от таких персонажей, если они присутствуют в вашей жизни. И тогда с более правильной ноги начинается ваша жизнь. Но контролировать что-либо придется, может быть, даже до мелочей, потому что у кого-то это может быть как важный документ, у кого-то это будет касаться работы, подписания соглашений, контрактов или пересмотр, может быть, каких-то договоров. Ну, самая разная палитра. Вы можете обращаться как и к своему руководству, допустим, если мы по работе, есть какие-то вопросы. Есть еще и по значению корона, когда высокие инстанции или важные согласования. Поэтому в себе не сомневайтесь. И если что-то даже и становится на паузу, помните, всему свое время. Все же эта неделя, 23 число, 24 точнее, 23 это у нас предшествующее воскресенье. 24-го стационарный Марс, который был неделю предыдущую, он 24-го начинает разворачиваться, но это не происходит быстро. И Венера 2-го, это уже получается этой недели воскресенья, уходит в ретроградность. И это бывает раз в 2 года, редко. Явление вот именно связанное с Венерой. И перед тем, как развернуться в ретро-движение, она тоже как бы замедляется. Поэтому ничего удивительного, если в этот период некоторые процессы или вопросы, решения их, они притормаживаются. Вы люди терпеливые, вы люди мудрые. Вот это самое главное, наверное. Правильно оценить обстановку или то, что, может быть, и хотели бы мы ускорить что-либо или решить вопрос. Но не все же бывает в тех рамках временных, как мы себе это поставили, да, или загадали, задумали. Итак, давайте мы проясним на колоде ангелов, ангелов-хранителей Таро. Сфера ваших достижений, работы и денег. События ближайшего будущего. А ведь и правда, у вас много общения. По 7 жезлов это как люди решили от нас что-то или иметь, или что-то получить, или уговорить нас, например, на что-либо, на какую-то работу или действие, активность.
Но всегда по семерке жезлов нам говорят: ты подожди, не торопись с места в карьер. Ты сначала подумай, кому это нужно, тебе или еще кому-то. Что ты конкретно от этого получишь? Потому что по этой карте нам предлагают всегда, ну, из каких-то сложностей выйти следующим путем. Не торопиться, все сделать быстро и сразу, а наоборот, отступить полшага назад и подумать, а нужно ли мне в этом участвовать. Вот, видимо, по части ваших достижений, ваши именно цели, намерения, это как номер один, на пьедестале. А вот многозадачность какая-то, вам ее приходится фильтровать. Может быть, как и новости, которые вам приносят люди. Ну, доверяй, но проверяй. Так и просчитать что-то, нужно мне в этом участвовать или нет, будет хорошей практикой, потому что вас могут склонять, либо чтобы вы кого-то поддержали или разделили чье-то мнение. Тут иногда и мнение это тоже надо 10 раз подумать, а стоит ли разделять. Это ведь у кого-то может сложиться на работе такая ситуация, какая-либо конфронтация, потому что как раз по семерке жезлов или огня проходит конфронтация. Или говорят еще карта соревнования. Бывает и в коллективе такое, когда, ну, такая кучка людей собирается либо против, допустим, руководителя или против каких-то процессов, которые проходят. Вот вам нужно держать нейтралитет, и не вашим, и не нашим. Вам, мои дорогие девы, быть самой по себе или самому по себе. Давайте посмотрим события ближайшего будущего. Тут вроде как нельзя себе навредить, понимаете? Но у кого-то, может быть, и не поддаться согласию или каким-то предложениям внутри вашей семьи. Или, может быть, это связано с родственниками, далекими родственниками партнера. И самое главное, вот не закрывать на что-то глаза. Быть мало того, что реалистом. Какая бы ни была реальность, но она присутствует. Вот от этого стоит оттолкнуться. Иначе у нас получается искаженное восприятие. Или, иными словами, преломление реальности. Будьте реалистами. И даже если, кстати, мы в этот период можем сталкиваться с людьми, точнее, знаете, допустим, отдельные персонажи могут себя так вести. Нам могут что-то предложить, мы кому-то скажем нет. Я такое предполагаю. По семерке жезлов. И это будет встречено с такой, знаете, весьма солидной долей негатива, когда вы можете услышать обидные слова, к примеру. Поэтому не тушуйтесь. Помните, что это лишь эмоции человека. Но вот кто знает, вот эта змея, может быть, как последняя капля, человек решил вами воспользоваться или вашими услугами, или ну, какой-то вашей активностью, в чем вы, ну, может быть, имеете более высокий уровень профессионализма, к примеру, или больше уровень грамотности, экспертности какой-то. Вы можете сказать «нет» и встретить вот такую, ну, как бурю эмоций, когда человек начинает вести себя просто по-хамски, вот скажем. И тогда встретите, проводить или не реагировать, не поднимайте перчатку, развивайте в себе своеобразный стойкий иммунитет к чужому негативу, к токсичным людям, к тем людям, у которых вообще может быть проблемы с психикой, мы ведь не знаем. И вы, поверьте, тоже не знаете, среди нас таких людей очень много. Поэтому держите марку, держите осанку на любых поворотах. Но если мы говорим, иногда проходит по этой карте сама по себе инсомния. Поэтому если действительно бессонница замучила, все зависит от срока давности, или обратиться к специалисту, или пересмотреть режим труда и отдыха, и не додумывать что-то по ночам. Мы, бывает, склонны, или мысль какая-нибудь в нашей голове закрутилась, и от нее не избавиться. Тогда помните, что ночь нам не даст ясности, опять же, а вам нужно быть реалистом. Итак, сфера ваших достижений, работы. Но все равно есть тот человек, который к вам относится искренне. Тот, который за вас переживает. Или по этой карте идет человек, который надежный, которому вы можете доверять. И значит, даже по работе у вас есть, пусть это один человек, не нужно много, но есть тот, который заслуживает вашего доверия. А для кого-то из вас и правда может быть согласование или вопросы денег. Мы ведь смотрим и на деньги тоже. Те деньги, которые семейный бюджет или каким-то образом переплетаются с вашими и родственными отношениями, и одновременно с планами на будущее. Но, значит, если все не разделяют, то есть один человек, как минимум, который с вами согласен и готов вас поддержать.
Давайте мы узнаем, что же по части личной жизни, сфера отношений, любви, события ближайшего будущего. Знаете, вы можете действительно видеть какой-то, свой план иметь, или вы можете как-то по-своему оценивать реальность, а вот с вами могут не соглашаться. И правда, мы с вами, довелось нам проживать эпоху перемен. И согласитесь, ведь очень многие люди ждут подходящего момента. Или ждут того времени, когда вот кто-то придет или что-то произойдет, и все решится само. А вы, мои дорогие девы, вы реалисты. И вы можете понимать, что да нет, вот этого не произойдет. Поэтому где-то у вас больше или более ярко выражено отчетливое понимание того, что, может быть, есть ряд вопросов, которые нужно продолжать участие или их нужно развивать, а есть и те, которые лучше не торопиться. И вот с вами могут попросту не соглашаться. Могут не соглашаться и близкие, и какая-то, может быть, ситуация по работе. Ваша задача – сохранить самих себя. Сохранить себя в наше сложное время – это искусство. И вот что-то подобное, как обучению, этому искусству сохранять себя, мои дорогие девы. Потому что вы, знаете, не все хотят, опять же, принимать эту реальность. И это где-то как касается вопросов работы, или кто-то там уже вас распланировал, а вы ему скажете, нет, а он, как же, его план весь горит. Вот может быть такое. Или это даже по части личной жизни. Здесь как креативное мышление идет, мотивация, энтузиазм по этой карте. Может быть, это вы хотите что-то создать или как-то изменить, может быть, все, что связано с вашим домом, или, может быть, у кого-то это будет связано с поездкой, с переездом. Вам может понадобиться и поездка сама по себе тоже. Может быть, лично вам. Кто-то не соглашается с вашим отъездом. Я могу такое допустить. И тогда все же вам отправляться надо, потому что то, что вы, мои дорогие девы, задумали, не сомневайтесь. Я вот так думаю, уже теперь рассматривая и карты пасьянса, и то, что вам выпадает по Таро. Откуда вот этот череп выпал, да, переживание, откуда вот этот месяц, как сомнение. А это и, может быть, где-то змея. Это на вас словно воздействует, пытаясь вас склонить к другому мнению. Или могут вас выводить на спор. Или пытаться доказать, нет, ты думаешь неправильно, ты делаешь неправильно. То есть вот такие энергии вы столкнуться можете с чужим, как и негативом, так и буквально, когда противостояние какое-то складывается. Поэтому оставайтесь верны самим себе. Потому что что-то доброе, хорошее по пажу жезлов – это действительно самое начало или первые шаги, или то направление, которым вам интересно, и вы понимаете, именно это будет развиваться, а все остальное отпадет как мишура. Поэтому сохраняйте как и свою креативность буквально, так и то, что как приоритет вы намерены продолжать. У кого-то это может проиграться, конечно, и с детьми. Сведения о детях, извините. Может быть, о детях, которые достаточно взрослые. Что еще? События ближайшего будущего. Но все равно праздник после победы у вас будет. Видимо, не одним, так другим путем. Может быть, пройдет какой-то недолгий срок, и с вами согласятся, точнее, что вы правильно видели какую-то ситуацию, но вам приходится выдержать некоторое эмоциональное напряжение, пока до кого-то эта мысль дойдет или озарит. Я такое тоже могу предположить. Но также могу предположить, потому что именно в этой колоде четверка жезлов нам еще и говорит о том, что перед вами открываются какие-то перспективы и сам по себе праздник. Не упустите какую-то возможность. Тут ведь, если выпадает эта карта, а вот предыдущие были именно такие, и где-то перекликается с пасьянсом, вас могут склонять к чему-то другому. Может быть, и вы прежде намеревались поступать одним каким-то методом, или действовать, или на что-то согласиться. Тогда не бойтесь переиграть, если ваше шестое чувство вам дает другие, иные какие-то подсказки. Интуиция, кстати, это ваше все. Ваша задача в 2025 году доверять своей интуиции. И да, с вами кто-то будет не соглашаться. Здесь может быть по тройке мечей. Это всегда та ситуация, которая в прошедшее. Могут о себе напомнить какие-то люди, появиться в вашей жизни.
и поступайте так, как вы считаете нужным. Но это карта здорового равнодушия. И поэтому, да, есть какое-то сожаление. Может быть, сожаление, что вас не поняли. Но, тем не менее, получилось, как получилось. По этой карте мы прощаем себя за то, что на что-то соглашались прежде. Или, может быть, это прежняя история, мы смотрим на личную жизнь. Может быть, это прежняя история, которая связана с предательством, с разочарованиями. Такое есть. Но это уже карта выздоровления. И не случайно в этой карте, посмотрите, где-то вот есть ангелы, где-то их нет. А здесь два ангела изображено в этой карте, словно ангелы успокаивают вас. Оставь прошлое, как только ситуацию. Эти шрамы ты никуда не денешь. Они уже не будут у тебя болеть. Но вот этот прежний опыт, он тебе поможет дальнейшую историю пройти в более правильном пути. Не позволить себя обманывать, не позволить согласиться на какое-то дело, которое вы не считаете правильным. Может быть, не позволить себе давать 1000 советов. Иногда по семерке огня проходят, знаете, ненужные советы, как досужего человека. Сколько людей, столько мнений. И каждый по-своему пытается вас склонить на свою сторону, как будто перетянуть. Поэтому будьте верны сами себе. Давайте следующий триплет мы достанем как карты совет. И спросим, чему нужно уделить внимание, что обустроить или навести порядок, в какой сфере жизни или в чем в ближайшие дни. Король жезлов. Вот правда, это карта харизматичного лидера. И все то, что я сказала, будьте верны сами себе. Как вы себя представляете или какие вы планы, все же лидер, вам лидерские позиции нужно сохранять. И, конечно, это идейный вдохновитель проходит по этой карте, безусловно. Харизма проходит ваша, инновации, какие-то новые варианты и вашего сотрудничества или новое видение обстоятельств, взаимоотношений. Поэтому все то, что я говорила, будьте лидером. И интуиция тоже по этой карте проходит. Может быть, как свою мечту, достижение, намерение постепенно, шаг за шагом переложить в реальную жизнь. В чем еще нужно навести порядок? Вообще, если жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. И второй король у нас выпадает. Это где-то про вас. Если меня смотрят мужчины, это значит, вы знаете, тут, может быть, на этой неделе, если вы ставите перед собой задачу построить карьеру, так вот у вас может нарисоваться какой-то очень интересный вариант. Он не будет простым. С вами, опять же, могут спорить. Вам могут завидовать, мои дорогие девы. Вот это есть такое. Для вас, мои дорогие девочки, девушки, женщины, может быть, человек, часто ведь тоже по королю земли проходят наши близкие, наши супруги, наши партнеры, ключевые, как и по браку, так и, может быть, и по бизнесу, по делам. Наши как компаньоны тоже проходят. Но еще одновременно два короля, три даже у вас короля, обратите внимание. Как будто на этой неделе либо вы будете оформлять важные документы, бумаги, либо вы будете что-то подписывать, либо вы отправитесь в высокие инстанции, или даже если вы не планировали, может быть, на вашей работе, по месту вашей занятости, вам придется иметь больше контактов с руководителями, поэтому самое время выходить постепенно на авансцену. Оставьте какую-то многозадачность, которая занимает очень много времени, но приносит мало толку. Помните, что вы лидеры, мои дорогие, и ваша задача вот эти лидерские направления переложить в реальную жизнь. Сильная позиция. И в этой колоде карт это как само по себе реализация вашего благополучия. Поэтому в чем навести порядок? В том, что вы сочтете нужным. Поэтому оставайтесь верны сами себе. Что же еще нам подскажут карты? Ну, может быть, нужно разобраться с теми ситуациями, которые словно на паузе, зависшими. Да, где-то нам карты говорят, все же про стационарность мы с вами говорили, и может так случиться, что если объективно какой-то документ задерживается, есть регламент, такое бывает, нужно подождать 5-7 дней, иногда и дольше, и месяц. То есть тут мы ничего не изменим. Но, с другой стороны, если на самом деле
есть не пустое ожидание, а какая-то возможность, или в эту неделю у вас появляется какой-то новый вариант для того, чтобы решить застарелую проблему или в чем-то поставить точку. Значит, нужно из этого тупика, и нужно, и должно выходить, потому что, по сути дела, по аркану повешенного идет тупик жизненный. И в этой колоде карт это уже практически решение. Так и называется. Вы принимаете решение. И вот эта ситуация зависшая или какая-то пауза, она прекращается. Поэтому разделяйте, что есть для вас ожидание. Иногда это пустое ожидание, а иногда это вынужденная пауза, когда мы, ну, как по регламенту действуем. Но вы не должны, вот мы ведь рассматриваем как совет, мои дорогие девы, позволить, чтобы вас кто-то, ну, как словно на удочке удерживал или в каком-то двойственном положении. Пусть это касается отношений, неважно, по работе или в личной жизни. Так вот этих качелей тоже не должно быть. Вам, наверное, самим будет легче дышать, когда вы больше определенности, больше ясности внесете в свою жизнь. И где-то об этом говорят карты. И себя не поставите на второе место. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.